Когда в 2023 году черный ящик пропавшего малазийского авиалайнера наконец был найден, записанные на нем последние слова пилота ввергли экспертов в шок. «Что это за свет? Он прямо перед нами!» — кричал опытнейший капитан за мгновение до того, как связь оборвалась. Альпинисты, обнаружившие обломки самолета на недоступном склоне Гималаев, нашли внутри нечто непостижимое. Следы жизни, продолжавшейся недели после катастрофы, странный спиралевидный узор из перьев неизвестных науке птиц и ни одного человеческого тела. Когда ночью они увидели то самое свечение, искривляющее пространство вокруг себя, даже самые бесстрашные исследователи покрылись холодным потом и закричали от ужаса. Холодным ноябрьским вечером 1989 года рейс MH392 авиакомпании Malaysian Airlines с 167 пассажирами и 11 членами экипажа навсегда исчез с радаров. Капитан Раджив Чандра, опытнейший пилот с 15 тысячами часов налета, вел самолет через одну из сильнейших бурь десятилетия. Гималаи в тот день превратились в настоящий ад. Порывы ветра достигали 120 км в час, а температура на высоте полета опустилась до чудовищных минус 58 градусов. Последние слова, которые услышал диспетчер. «Диспетчер, это борт МХ-192, вход на 7600». Связь оборвалась на полуслове. Казалось, самолет растворился между горных пиков. 3 недели 8 вертолетов и 12 наземных групп прочесывали предполагаемый район падения. Безрезультатно. Среди пропавших пассажиров были туристы из 14 стран, группа буддийских монахов и известный гималайский альпинист Йохан Штайнер с командой. Для их семей начались годы мучительной неизвестности. Июнь 2023 года стал переломным в этой истории. Международная альпинистская экспедиция под руководством шотландца Алекса Маккензи отправилась покорять восточный склон Канченджанги, третий по высоте вершины мира. Этот маршрут считался практически непроходимым. Местные называли эту часть горы Корлалхаму – колесо богини смерти, веря, что здесь скрыты врата в потусторонний мир. На высоте 5800 метров альпинисты столкнулись с необъяснимыми явлениями. Электронные компасы сходили с ума, GPS-навигаторы теряли сигнал под чистым небом, а на рассвете третьего дня Анна Соколова, казахстанская альпинистка, заметила странное поведение птиц. Огромная стая гималайских грифов и 2 исполинских орла кружили над одним местом на склоне, словно пытаясь привлечь внимание людей. Непальский проводник Чиринг наотрез отказался идти по запланированному маршруту. Он рассказал древнюю легенду Архам-Трулма, горных духах-защитниках в облике великих птиц, охраняющих места, где пересекаются миры живых и мертвых. Решив проверить, что привлекло внимание орлов, альпинисты изменили маршрут. То, что они нашли, шокировало весь мир. Под метровым слоем снега скрывались обломки пассажирского самолета, белая обшивка с синей-красной полосой Malaysian Airlines и надпись на борту МХ-192. Тот самый пропавший рейс наконец был найден, но тайна только начиналась. Проникнув внутрь самолета через разлом в фюзеляже, альпинисты увидели картину, от которой стыла кровь. Время внутри словно остановилось. Кислородные маски свисали с потолка. На столиках стояли полуприкрытые чашки, в проходе лежал раскрытый журнал «Таймс» с фотографиями Берлинской стены за несколько дней до ее падения. В первом ряду обнаружили сумку Йохана Штайнера с его паспортом и записной книжкой в кожаном переплете.
Это был дневник, который альпинист вел после катастрофы. Последняя запись датирована 16 декабря 1979 года, более месяца после исчезновения самолета. Из записи стало ясно, из 178 человек на борту первую ночь пережили 47. Капитан Чандра организовал временное убежище из обломков фюзеляжа, распределил запасы пищи и установил режим экономии воды. Но самые удивительные записи касались орлов. На 7-й день после катастрофы одна из гигантских птиц сбросила к убежищу мертвого горного козла. На следующий день история повторилась. Казалось, орлы намеренно подкармливали людей, что спасло выживших от голодной смерти. В бортовом журнале капитан Чандра описывал необъяснимые явления. Компас вращался без остановки. Высотомер показывал минус 2000 метров, на высоте 6000. Радист слышал в наушниках голоса на неизвестном языке, но самым загадочным было странное свечение на склоне горы. Монахи, находившиеся на борту, называли его «вратами между мирами» и утверждали, что прошедшим через них будет дарована новая жизнь в другом измерении. Исследуя самолет дальше, альпинисты обнаружили, что аварийный выход в хвостовой части был раскрыт изнутри. Вокруг него лежали десятки птичьих перьев, разложенных в виде спирали. В центре спирали находился тибетский амулет с изображением крылатого существа, символ духов-защитников Рхам-Трулма. Снаружи были следы туннеля в снегу, ведущего от самолета к краю обрыва. Но дальше путь преграждала отвесная ледяная стена высотой 500 метров. Куда делись выжившие? Если они пошли по этому пути, то должны были разбиться. Но внизу не нашли ни одного тела. Вечером альпинисты увидели то самое свечение, о котором писали Чандра и Штайнер. Пульсирующее голубоватое сияние, закручивающееся по спирали к центру. Когда на него направили фонари, лучи света искривлялись, словно пространство вокруг было деформировано. Перед уходом команда в последний раз увидела орлов. Одна из птиц сбросила к ногам Маккензи потрепанный кожаный бумажник. Внутри лежало удостоверение Раджива Чандры и фотография его семьи с надписью на обороте. Прошли через свет. Новая жизнь. Ищите нас не здесь. Дата. 17 декабря 1989 года. День после последней записи Штайнера. Анализ черного ящика показал, что перед крушением самолет попал в зону сильнейшей электромагнитной аномалии. Последние слова капитана. Что это за свет? Он прямо перед нами. Генетический анализ некоторых перьев не соответствовал ни одному известному виду птиц. А в кармане капитана нашли лист с математическими выкладками, описывающими модель пространственно-временного туннеля, концепцию которой стала разрабатываться учеными только через 20 лет после катастрофы. Старейшины близлежащих деревень рассказали, что примерно через месяц после исчезновения самолета в округе появились странные люди с необычной внешностью и удивительными знаниями. Они прожили несколько недель и ушли на восток. Вдова капитана Чандры рассказала, что за неделю до последнего полета муж видел странный сон о полете сквозь туннель света в сопровождении гигантских птиц. Проснувшись, он сказал: «Если со мной что-то случится, знай, я не умру, я просто перейду в другое место». Каждый год орлы возвращаются к разбившемуся самолету. Местные теперь называют восточный склон Конченджанги «дорогой птиц» и говорят, что иногда в ясную погоду там можно увидеть мерцание, будто открывается дверь между мирами. Тайна рейса MH192 остается нераскрытой, напоминая нам о границах человеческого понимания.